Здравствуйте, мои любимые подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии. Спасибо вам. Сейчас делаю вторую серию расклада «Кто одержим вами?», чего вам ожидать, смотрим от этого человека. И посмотрим, какие еще эмоции он к вам испытывает. Да? У нас в первой части вышла, там, где ваша сигнификация делала, там вышла у меня женщина, скорее всего, ваша близкая, даже знакомая. Не буду говорить подруга, ну, может быть, в прошлом была подруга. Или вы ее воспринимали как подругу, эту женщину. Ну, там есть зависть, там есть желание где-то примерить ваши какие-то заслуги, ваши достижения на себя. Как будто бы она следит за вами, где-то вы очень похожи, схожи. И в каком плане? Изначально, как вот, не знаю, может быть, как говорят, исходные данные, да, где-то, может быть, я говорюсь, еще 1 года рождения, или обучались в каком-то одном там, не знаю, там институте или в школе в одной, допустим, или почему-то какой-то вот есть какие-то, если можно сказать, параметры, вот исходные данные, вот что-то очень схоже, похоже, но как будто бы у нее вот какие-то, может быть, увлечения, даже, кстати, она там по Верховной Жрице, это увлечение эзотерикой, расклады те же самые, психология, вот как будто бы женщина, вы с ней похожи какими-то, может быть, у вас увлечения те же, да, похожи, видение мира отчасти где-то похоже, но мне такое ощущение, как будто бы она вам завидует. Ей кажется, что у вас жизнь более яркая. Даже не в том плане, что яркая, насыщенная. Даже не в этом. А в том плане, что у вас какой-то вот есть почти чуть ли не одинаковый потенциал. Она так это воспринимает. Да? Это может касаться внешности привлекательной, каких-то способностей, навыки, таланты. Но при этом она видит, что вы как-то пытаетесь это все реализовать. Вот как-то куда-то направить. Как-то, может быть, даже монетизировать, вот, зарабатывать на этом деньги. Там больше все как-то в реализацию. Вот такое, как будто бы у человека, ну, у этой женщины там у меня вышла на нее характеристика, там, в личной жизни проблемы, ей кажется, у вас получше, там, в личной жизни что-то, в реализации, там, тоже ей хотелось бы где-то быть похожей на вас. То есть как-то женщина, правда, как зациклена, ну, сравнивает вас, вернее, себя с вами. Вот тут там что-то такое было. Так, давайте посмотрим еще, какие она эмоции к вам испытывает, эта женщина. Ну, тут постоянно обсуждение вас, сплетни какие-то собирает. Причем показано по карте фея и счастье. Знаете, я не знаю, для вас, может, это будет плюс, но тут говорят, настолько вы какие-то из пальца высосанные, они какие-то такие фантастические вообще. Ну, это... Ой, какие-то такие... Что-то... Чем? Даже не могу сказать, что эти сплетни носят какой-то характер, знаете, для вас негативный. Тут самое интересное то, что одержимость, вот ей кажется, она там какие-то сплетни собирает по крупицам и наделяет, может быть, какое-то событие в вашей жизни там произошло, ну, там обычное, стандартное, да, уже не знаю, там приобрели вы, что вы там, недвижимость какую-то приобрели, да, при этом вы, может быть, там изначально полжизни копили на что-то, или там одолжили у родственников, или ипотека, или еще чего-нибудь. Но это правда как желанное какое-то приобретение. Вы, может, вообще никому не говорили, лишний раз старались не рассказывать и не хвастались уж тем более. Она, может быть, какие-то через вот сплетни какие-то тут что-то узнала. Это все обрисовала все такими красками. Тут как отчасти, понимаете, идет восхищение вами. И наделяет она даже вас какими-то такими качествами. Мне такое вот, как идет, вот, вроде бы вот она себя сравнивает с вами, и кажется, что она не дотягивает. Ей хотелось бы, где-то она видит вас, вот, кстати, более свободное какое-то, более, может, реализованное, может быть, даже
как будто бы вы видите, куда вам идти, и вы знаете, как получить желаемое. Ей так кажется. Вот. А у нее этого нет. Почему-то мне так. Да, она как с завязанными глазами. Она как будто как с завязанными глазами, как будто бы не владеет ситуацией и подчинена. Может быть, какие-то ограничения у нее. И как будто бы выбор может быть тут карта зелий. Или опять-таки как не тех партнеров выбирает. Или как запуталась. Вот тут что-то такое. Ну, опять, ну, тут зависть. Тут зависть, вот, конечно, есть. Ну, она как будто бы, с одной стороны, и мне такое ощущение все-таки, что это довольно-таки близкий вам человек. Она может знать о вас много. Но у нее такое видение. С одной стороны, она может вас хвалить, да, где-то восхищаться вами. С другой стороны, сплетни опять. Вот как вот тут вот, по этой карте огонь у меня часто выходит зависть. Ревность, зависть, вот такое что-то, гамма чувств, эмоций. Ой. Ну, это, скорее всего, потому что у нее там что-то не ладится. Да. Ну, это я так, оправдание такое себе. Так, еще давайте посмотрю. Вот эта женщина, которая одержима вами. Основные какие-то эмоции, да, с ее стороны, в вашу сторону. Опять сплетни, ну офигеть, ну 3-й раз подряд, вот так он идет. Какой-то заговор, металла, сплетни, болезни, боже мой, целитель, безденежье. Карта безденежье, кольцо. Почему-то ей кажется, что она, если будет больше о вас знать, может, она узнает какие-то для себя подсказки, механизмы, как-то будет, как, знаете, повторять где-то ваши поступки, как судьбу вашу повторять. Хотя я вполне догадываюсь, что вы там сейчас скажете: боже мой, да у меня там, может, и сейчас полная Жозефина, да не так все у меня там и замечательно, да и прекрасно, и волшебно. Но ей кажется в любом случае, что вот вы что-то вот как-то делаете так, и у вас все хорошо, намного лучше, чем у нее. Карта заговора и метла. Опять вот эти как сплетни собирает, она их как-то компонует и выстраивает какую-то такую вот свою картину мира о вас, впечатление. Они ее расстраивают, с одной стороны. С другой стороны, знаете, где-то, может, мотивируют, но вот как будто бы она хотела бы подчерпнуть какую-то информацию даже из этих сплетен. Может быть, даже элементарно вы там поменяли место работы, там, или сферу деятельности, или там кто-то партнера поменял, а вот она тоже пойдет, вот такие есть женщины, дамочки, я таких встречала, она тоже пойдет, там, допустим, эту же сферу деятельности, там, или поступит в тот же университет, в котором вы там обучаетесь, или же там будет ходить вот элементарно, да, какой-то там, ой, девочки там ходят, йогой начинают заниматься, там, пилатес, еще чем-нибудь. Вот это там всю жизнь занималась, я уже не знаю, там, чем-то своим она занималась, да. А тут она тоже пойдет вот в эту же группу, в эту же секцию, там, вот как будто бы вот где-то будет вас копировать. В надежде на то, что и у нее там, допустим, если она этим новым бизнесом займется, да, вот просто даже в голову мне пришла, правда, пример пришел, ну, такой какой-то, тогда я еще смотрела, думаю, ну, абсурд какой-то. У меня девочка одна знакомая, она, ну, ей хотелось, ей нравилось, и она поступила на фармацевта, да, а вторая вот такая была похожая, вот она ее копировала где-то в чем-то, вот даже она там сестричка ее себя называла, навязывалась прям вот конкретно, как-то пыталась как-то повторить там ее, она тоже пошла учиться на фармацевта. Ну, хотя до этого вообще у нее какие-то были планы совсем другие. Это вот мелочи. В одежде, там, какой-то вот, там стиль одежды повторять, там, может быть, подбор, я уже не знаю, по каким-то критериям избранника, мужчины, то же самое. Тут вот как будто бы там вышла замуж, там, и та и не думала, но вот как будто бы вот тоже ей там нужно срочно было как галочку поставить и выйти замуж. В общем, вот это какой-то бред. Вот тут вот, извините, оно очень похоже. Как будто бы эта женщина где-то вот смотрит и думает: ага, целитель, значит, вот так вот у нее получается у вас, вот так вот все вести, значит, я тоже так буду. Вот где-то, может быть, в какой-то бизнес такой же уложусь, и вот мне тоже, значит, безденежье
а у меня, значит, попрет, все будет хорошо. По карте кольцо то же самое в любовной сфере. Я же говорю, какие-то вот как будто бы она подглядывает. По карте метла вот в третий раз мне эти сплетни собирает и, ну, где-то пример с вас берет. Ну настолько как-то это все глупо и бездарно. Но с другой стороны, я повторюсь, она изначально как будто бы, повторюсь, как будто бы у вас, может быть, общие какие-то увлечения были. Так, чего вам ждать от этой дамочки? Давайте посмотрим. Надеюсь, она не опасна. Так, чего вам от нее ожидать, от этой дамочки? Чего вам ожидать от нее? Тайна. Скрытая дорога. Чего вам ожидать от нее? Ну, скажем так, если прям будет возможность конкретно насолить вам, она может, как закрытая дорога, а тут какие-то гадости такие делать. Лишний раз показывает, что она вам соперница. Но опять-таки, до каких-то прям конкретных проявлений, вот чтобы специально она взяла и что-то там такое вытворила, какой-то тут планы настроила. Она может, скорее всего, мечтать, тут у кого-то даже упиваться собственным неудачами, пьянство какое-то, карта солнца, это где-то как-то по-детски как-то опять, может быть, не брать ответственности за свою судьбу, в тайне от вас, втихаря. Она может какие-то гадости тут и говорить о вас, и, типа, если есть возможность нагадить вам для того, чтобы дорогу перекрыть, чтобы не было у вас каких-то результатов. При этом она будет чувствовать себя, что да, вот я тоже сильная за счет того, что самоутверждаюсь, что я могу чем-то нагадить. Но в основном это все будет, девочки, карта сон. Это такое, как будто бы опять какой-то с ее стороны инфантилизм, где-то нежелание опять брать ответственность вот за себя, за свою судьбу. Тут такое, как будто бы это просто где-то даже какие-то мечты о том, что вот когда-нибудь она будет как солнышко блистать, и вы увидите, вы поймете, тут такое что-то какое. Так, молния, князь, пьянство. Так, ожидать от нее. Тут, скорее всего, у нее с мужчиной, с тем, который у нее есть, тут какие-то, может быть, карта молнии не очень хорошая, тут дальше пьянство. Тут, скорее всего, будут проблемы у нее еще дальше в личной жизни. Но она будет, тут как мне, как, знаете, как снежный ком у нее, оно катится, вот такое, как будто бы человек находит отмазки для того, чтобы где-то, опять-таки, не брать вот это управление, бразды правления собственной судьбой в собственные руки. Тут что-то такое, вот как будто бы она где-то будет все-таки наблюдать за вами, где-то опять-таки, как вот знаете, где-то вот вы живете своей жизнью, хорошо, плохо, понятно, что мало кто рассказывает, когда что-то плохо, а какие-то крупицы информации будут поступать о вас, там, где, может быть, что-то хорошо. И она будет это примерять на себя, где-то пытаться что-то у себя как-то так реализовать. Может, для того, чтобы переплюнуть вас даже. Вот такое. Но оно какое-то такое все сумбурное. И это, как знаете, как пальто с чужого плеча. Да? Вы, допустим, выбирали пальто, покупали вы его, там какой-то и фасон вы выбрали, и там, ну, уже не знаю, там текстуру, как это сказать, ну, в общем, вы поняли, и оно идет вам, это пальто, это как ваша жизнь, вот, да, вот вы примеряли, вы мечтали о нем, вы его купили, вы приобрели, вы ходили в нем и кайф получали, а вот она с радостью, допустим, может заполучить это пальто, но это все равно как будто бы это же не ее жизнь. Это вообще, я же говорю, как пальто с чужого плеча. Тут что-то такое странное какое-то у этой женщины. Так, давайте еще посмотрим, что вам ожидать от нее, в принципе, чего стоит ожидать от нее. Сейчас.
Ну, тут, знаете, где-то на вашем примере, тут наконец-то у него будет какой-то хоть минимальный нарост. Какое-то время она упрямо будет, скажет, баран этот идет, как будто бы наступать на одни и те же грабли, то есть взаимоотношения, в первую очередь, с домашними, с близкими, вот где-то вот, как, знаете, замкнутый круг, вот как будто бы вот тут такое. Потом у нее, может быть, подтолкнет это все к какому-то переходу в лучшую сторону, какое-то знание получает. Такое, как, может быть, даже как кармический какой-то учитель для этой женщины. Вот, может быть, вы ее раздражаете, и восхищение вами, и раздражение это такое. А тут такое, знаете, у нее в конце концов идет, вот как я это вижу, знание, желание и рост. Вот как будто бы человека доходит, что для того, чтобы она что-то получила, вот желанное, желаемое, желанное, вот тут золотая рыба приплывает, для того, чтобы исполнить желание этой женщины. Вот это знание, как будто бы ее пронзает, что ага, мне для того, чтобы это получить, мне нужно расти, развиваться, может быть, самой чего-то добиваться. Вот такое. Оно вроде как элементарно такое, но вот для человека это какое-то озарение прям будет. Может, она ждала, что ей там, не знаю, рохи изобилия из небес будет, манна небесная это сыпаться, я уже не знаю, или конфеты какие-то. Или, уж не знаю, там, один мужчина, не удалось построить личную жизнь, а тут она развернется и вот прям за углом встретит другого прекрасного принца. Ну, как-то тут оно у нее так не работает. Ну, в принципе, тут такой у меня тут просвет. Вроде как человек учится, может быть, даже на своих ошибках. То есть, что вам ждать? Ждать от нее. Тут как бы свет в конце тоннеля у нее. Но в отношении вас карта сила. Жадность. Она будет к вам проявляться как друг. Она все равно, может быть, даже будет через третьих лиц, через каких-то друзей, все равно будет появляться в вашей жизни. Она не сможет отказаться от вас. Вы для нее, правда, как пример для подражания. Где-то, вот, правда, как одержима вами, сильно. Она видит в вас женщину, которой все по плечу, которая превозмогает все, которая может приручить тут и льва. И заработать, и как бы вложить эти деньги во что-то, и как будто она видит вас очень достойной внимания. Ну, такое. И чего ожидать? Ну, смотрите, карта собака. Ей очень хотелось бы, чтобы вы были ее другом. И она не сможет от этого отказаться. Но другое дело, насколько вам нужно, как говорят, нужно дружить с более сильными, да, с более умными, более сильными. Ну, ладно, это ваше дело, ваш выбор. Ну, я тут сказала, чего вам от нее ожидать. Человек будет маячить и где-то навязывать даже свою дружбу. Если не получится так с первого раза, может через третьих лиц, через родственников, через там, может быть, какая-то помощь. Она вам нафиг не нужна, эта помощь. А вот она будет, может, навязывать, предлагать. Как-то так вот. Так, ну давайте. А вам нужно общение с этой женщиной? И если нужно, то для чего? Да не нужно оно вам. Карта смерть, трансформация. Вы уже давно переросли. Вот эти форматы взаимоотношений, вот эти какие-то качели, вот это какую-то зависть, вот эти какие-то, блин, извините, я не знаю. Тут как будто как детский сад какой-то. Ну, вы как будто показано, вам это вообще нафиг не надо. Ну, небо и земля, да. У вас вообще своя жизнь, свое видение этой жизни. И уж точно вам есть чему научиться у этой женщины? Знаете, у каждого можно чему-то научиться. Да я не вижу особо, потому что карта воин — это человек, который разрушает сам свою жизнь. Не созидает, а разрушает. Ну, чему научиться? Не надо делать так, как она, да? Ладно. Ну, что-то у меня такой сегодня вышел расклад. Может, кому-то это будет интересно, проиграется. Спасибо огромное за то, что вы со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!